Может ли глава государства в одиночку продавить решение, разрушительное для экономики страны? Может ли пропаганда имитировать народную поддержку? Может ли правитель сам поверить в свою пропаганду? Мы все знаем, что может. Сегодня речь пойдет о Хрущеве и совнархозах. Все параллели с современностью случайны. Март 1953 года. Умирает Сталин. После себя он оставляет экономическую систему, которая позволила провести ускоренную индустриализацию, обеспечить экономический фундамент победы и за одну послевоенную пятилетку восстановить разрушенное. Но эта система кажется идеальной, только если вы наблюдаете ее с большого исторического расстояния. От демократических идей предоктябрьского периода пришлось отказаться уже в 1918 году, с началом Гражданской войны. И последующие годы советская экономическая модель развивалась в русле все большей централизации. В период НЭПа многие предприятия и управляющие ими тресты были отпущены на самообеспечение, другими словами, на хозрасчет, но только потому, что у государства в тот период не было возможности их содержать, а потребитель требовал продукцию. С начала 20-х годов централизация восстановилась. Политбюро определяло цели развития. Госплан на их основе разрабатывал планы, являющиеся законом для всех исполнителей. Наркомы конкретизировали эти планы применительно к своим отраслям, а инициатива рабочих сужалась до поисков способов выполнить спущенные сверху планы быстрее и экономнее. Для стимулирования работников применялся комплекс приемов кнута и пряника. Идеологическая мобилизация, создание и тиражирование с помощью всех видов искусства и государственной пропаганды образов для подражания. Создание почти сословного общества с относительно большим разрывом в зарплатах и уровне жизни между знатными передовиками, новаторами, стахановцами и простыми рабочими. Ценовой пресс и напряженные планы для стимулирования технического прогресса. Разветвленная система административного контроля, ведомственного, государственного, партийного, планового, с большим штатом уполномоченных и проверяющих. Дополнение административного контроля финансовым. Премии за рационализаторство, выполнение и перевыполнение планов. Эта система позволила добиться невиданных темпов роста, но держалась на внутреннем напряжении всех ее частей. Плановикам и наркомам надо было все время давить на директоров предприятий, но так, чтобы не передавить. А директорам все время изыскивать новые и новые технологии и рационализаторские предложения для того, чтобы выполнять все увеличивающиеся планы. Наибольшая нагрузка приходилась на наркомов, позднее министров, которые должны были лично следить за происходящим на сотнях предприятий, и на плановиков, которые должны были буквально под страхом смерти проверять, насколько достоверные заявки на снабжение им присылают с мест. Обман плановиков позволял директорам предприятий иметь запас ресурсов и работать чуть менее напряженно, что создавало неустранимый конфликт между госплановцами и хозяйственниками. Самым большим камнем преткновения были капитальные вложения. С мест писали и требовали дать из бюджета ресурсы на строительство новых цехов и заводов. А Госплан должен был определять, кому действительно надо, а кто просто не хочет лучше использовать имеющееся. Сталинский Госплан был во многом контрольным органом со штатом уполномоченных на местах, о которых я рассказывал в первых выпусках плана А. За самим Госпланом тоже пристально следили. 3 подряд председателей Госплана СССР были расстреляны, а министры и члены Политбюро умирали от нагрузки прямо на рабочих местах. Ленин умер в 53 года, Дзержинский в 48, Куйбышев в 46, Жданов в 52. Сталин не зря говорил Байбакову, что главными качествами наркома должны быть бычьи нервы
и оптимизм. С усложнением хозяйства множилось число отраслей и предприятий, а нагрузка на верхние звенья все возрастала. В проекте постановления о режиме труда и отдыха руководящих работников, которое готовилось в апреле 1947 года, говорилось: анализ данных о состоянии здоровья руководящих кадров, партии и правительства показал, что у ряда лиц, даже сравнительно молодого возраста, обнаружены серьезные заболевания сердца, кровеносных сосудов и нервной системы со значительным снижением трудоспособности. Одной из причин указанных заболеваний является напряженная работа не только днем, но и ночью, а нередко даже и в праздничные дни. Через год в записке лечебно-санаторного управления Кремля сообщалось, что 22 министра страдают от переутомления, 1 от нервного истощения, 3 больны язвой. Если до войны можно было перевыполнить план и спать спокойно, то в 4-ю пятилетку возобладал подход «никакой темп не является достаточным». Когда выяснилось, что промышленность перевыполнила планы 46 и 47 годов, это стало поводом повысить план на 48 год. Теперь невозможно было выполнить пятилетку в 3 года, а оставшиеся 2 ничего не делать. Министерства моментально усвоили новые правила игры, и план 1953 года был выполнен ровно на 101%, чтобы не получить повышенных заданий. Надо было или еще больше усиливать контрольный аппарат, или менять всю систему. К 1954 году в народном хозяйстве страны работало 45 миллионов человек. Из них административно-управленческий персонал составлял 6,5 миллионов человек. Другими словами, на каждые 7 работников приходился 1 управленец. Если поставить еще больше контролеров, некому будет работать. Изменения в аппарате начались буквально через день после смерти Сталина. Сталин умер 5 марта 1953 года. А уже 7 марта вышло постановление о сокращении числа промышленных министерств с 25 до 11 при одновременном расширении прав оставшихся министров. Права министров расширялись за счет ликвидации отраслевых бюро Совмина, которые были своего рода мостиками между разными отраслями. Постановлением ЦК КПСС от 25 января 1954 года от партийных и государственных органов требовалось прекратить по каждому поводу обращаться в вышестоящие инстанции, шире использовать свои права, беря ответственность на себя. От министерств требовалось расширить права министров, начальников главков, директоров заводов, а от Госплана СССР резко сократить отчетность. Постановление явно исходило из предположения, что на местах руководят болеющие за свое дело люди, и если они перестанут писать отчеты и ждать распоряжений сверху, то они смогут больше времени посвятить работе. Чтобы сбалансировать новые права, 21 августа вышло постановление о задачах Госбанка СССР, в котором от последнего требовали активнее применять санкции к предприятиям, не выполняющим планы накоплений и допускающим сверхплановые убытки. Прямой административный контроль планировали заменить контролем рублем. 14 октября 1954 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о существенных недостатках в структуре министерств и ведомств СССР и мерах по улучшению работы государственного аппарата. Оно продолжало тренд, заданный январскими постановлениями: меньше отчетности, больше самостоятельности. За 1954 год по 46 министерствам упразднялось 200 главков и отделов, 147 трестов, 93 местных управления, 898 снабженческих организаций, 4 с лишним тысячи разных контор и более 4000 мелких структурных подразделений. Число показателей народно-хозяйственного плана было снижено на 46%, то есть почти в 2 раза. Количество форм статистической отчетности было снижено в 3 раза. Эти меры должны были сократить численность аппарата на 450 тысяч человек. С 1952 по 1954 годы число служащих уменьшилось на 21%.
В мае 1955 года вышло очередное постановление о расширении прав министров и республиканских совминов. В августе — о расширении прав директоров предприятий, а в сентябре — о расширении прав мастеров и начальников цехов. За 2 года произошел мощный сдвиг полномочий вниз по всей управленческой вертикали. От совминов к министрам, к республиканским совминам, от них к директорам предприятий, от директоров к менеджерам среднего звена. Министры теперь могли перераспределять между своими предприятиями не только излишки оборотных средств, но и до 50% сверхплановой прибыли, из которой, как мы помним, шли повышенные отчисления в фонд директора. Проще говоря, появилась возможность отбирать честно заработанное у передовых предприятий, латая этими средствами дыры у отстающих. Вдогонку 14 мая 1955 года вышло постановление Совмина, разрешавшее министрам перераспределять материальные ценности, включая сырье, оборудование и транспортные средства, между предприятиями внутри министерства, а оказавшееся лишним для всех предприятий министерства, предприятиям было разрешено продавать на сторону, через органы сбыта или даже напрямую. Общественная собственность на средства производства формально сохранялась, но рулить активами подведомственных предприятий министры теперь могли практически как частные владельцы. Республиканские совмины получили право самостоятельно устанавливать планы производства и распределения продукции по предприятиям республиканского подчинения, а Госплан был обязан выдавать им сырье, топливо, материалы и оборудование в соответствии с республиканскими планами. Центр мог планировать только задания, лимиты, капитальные работы по республике в целом. Мне совершенно не ясно, зачем республикам при таком распределении ответственности было экономить ресурсы. В 1955 году вектор политики начинает постепенно меняться. Если предыдущие 2 года министерства усиливались, то теперь начинается передача функций от министерств республикам, точнее республиканским советам министров. Можно предположить, что Хрущев оказался разочарован тем, как министерства распорядились дополнительными полномочиями. Либо причина была чисто политической. После победы над Маленковым ему понадобился лояльный актив провинциальных партийцев для борьбы с еще остающимися у власти сталинскими выдвиженцами. В зародыше идея о развитии территорий, а не отраслей, была высказана Хрущевым на совещании работников промышленности в мае 1955 года. Он отметил, что почти каждый завод имеет свою литейную, а экономичнее было бы создать районные литейные, которые бы обслуживали всех потребителей своего района. В июле 1955 года состоялся пленум ЦК по техническому прогрессу. На этом пленуме министерствам, ведомствам, Госплану и Госэкономкомиссии было поручено создание литейных, кузнечно-прессовых, метизных и деревообрабатывающих заводов, которые бы снабжали продукцией все предприятия на определенной территории. Следующий звоночек прозвенел в декабре 1955 года, когда было подготовлено постановление Совмина о специализации и кооперировании на Дальнем Востоке. В нем заявлялось, что министерства допускают производство одних и тех же типов машин на разных предприятиях, не занимаются специализацией и кооперированием. В результате на Дальний Восток надо завозить множество товаров для развития этой территории, а их вполне можно было бы производить на месте. В 1955 году происходит тихая революция в планировании. 5 августа 1955 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли удивительное постановление о письмах директорам в связи с проектом 6-го пятилетнего плана. В нем буквально заявлялось, что бюрократы из министерств и Госплана сдерживают могучий порыв трудовых масс впахивать еще больше, принимая заниженные планы. Поэтому заводские, партийные и профсоюзные организации должны организовать всенародное обсуждение плановых заданий, чтобы трудовые коллективы сами приняли задания будущей 6-й пятилетки. Это означало исчезновение принципа ведущего звена. Теперь пятилетка должна была собираться снизу, как сумма добровольных обязательств трудовых коллективов. В данном постановлении, на мой взгляд, достигла предела хрущевская кредо
«Не верю бюрократам, верю народу». В некотором роде это действительно было воплощением ленинских идей о социализме как обществе самоуправляющихся коммун, выбранные организации которых координируют их деятельность. Но, как и многие решения эпохи, переход был совершенно не подготовлен. Действительность горько надругалась над хрущевской верой в людей. Уже 5 января 1956 года правительство было вынуждено принять постановление о неправильном отношении руководителей некоторых промышленных предприятий к составлению проекта 6-го пятилетнего плана. Из него мы узнаем, что некоторые директора занижают производственные возможности вдвое, прирост продукции по их наметкам падал против уже достигнутого в 5-й пятилетке, а секретари парткомов и председатели завкомов профсоюзов поддерживают эту практику. В общем, воля трудящихся оказалась выражена требованием работать поменьше. На 20-м съезде КПСС в феврале 1956 года был закреплен курс на повышение роли союзных республик в управлении хозяйством. 1 марта вышло постановление Президиума ЦК КПСС о реорганизации, а фактически ликвидации 14 общесоюзных министерств. Благодаря опубликованным записям с заседаний мы знаем, что это решение прошло практически без обсуждения. В записке Булганина по поводу реорганизации решение критиковалось только за маленькое количество увольняемых чиновников, всего 3333 человека, и предлагалось ликвидировать еще 3 министерства. На заседании Президиума часть участников выступили с критикой поспешной ликвидации и в целом постоянных реорганизаций последнего времени, но общий курс сохранился. Шипилов выразил его словами: «Максимум функций республикам». 30 мая 1956 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о реорганизации министерств в связи с передачей части функций республикам. Предприятия 11 союзных министерств передавались в республиканское подчинение. Министерство автомобильного транспорта и речного флота ликвидировались. Министерство легкой и текстильной промышленности сливались в одно. Наступление на министерство продолжилось на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1956 года. Первый секретарь Якутского обкома Семен Борисов в своем выступлении обрушился с резкой критикой на Министерство цветной металлургии, заявляя, что оно своим бюрократизмом мешает Якутии наращивать добычу алмазов. При этом сводные данные о добыче алмазов Борисов мог добыть только в том же министерстве, что заставляет подозревать, что критика не была экспромтом или случайностью. Хрущев критику министерств активно поддержал. Если в 1953 году на предприятиях союзного подчинения производилось 69% продукции, а только 31% на предприятиях республиканского, областного и районного подчинения, то к началу 1957 года на предприятиях республиканского и местного подчинения было произведено уже 55% всей промышленной продукции. Все, о чем я рассказывал до сих пор, было только подготовкой к главным событиям. В январе 1957 года Хрущев направил в Президиум ЦК КПСС записку «Некоторые соображения об улучшении организации руководства промышленностью и строительством», в которой изложил свои идеи об изменении всего подхода к управлению экономикой. Отраслевое управление он предлагал заменить территориальным. Главной проблемой отраслевого управления Хрущев называл ведомственность, негосударственный подход к решению хозяйственных задач. И, конечно, приводил в негативный пример руководство Министерства цветной металлургии подчиненными ему предприятиями в Якутии, что еще раз заставляет думать, что Борисов выступил не просто так. Не забыл Хрущев и пробуксовывающую специализацию и кооперирование, отметил сохранение министерствами резервов и их стремление выбивать себе дополнительное обеспечение для реализации планов, выпуск одной и той же продукции малыми партиями по линии разных министерств, встречные перевозки и прочие грехи. Решение виделось в делении страны на экономические районы и создание в каждом районе хозяйственного органа, который бы отвечал за комплексное развитие своей территории.
Хрущев писал, что это должно быть небольшое бюро, опирающееся на актив из директоров предприятий, передовых рабочих, представителей профсоюзов, советских органов, комсомола, в общем, лучшие люди данной местности. Совет только координировал бы работу предприятий, так как все, от кого она зависит, лично знали бы друг друга и работали бы сообща. Из записки складывается впечатление, что Хрущев вполне искренне стремился оживить активность профсоюзов и местных партийных и советских органов, в буквальном смысле развить местное самоуправление, вернуть людям на земле возможность управлять своей жизнью. Он также надеялся сократить встречные перевозки и упростить систему снабжения. Но для этого каждый экономический район должен был бы по максимуму обеспечивать себя разнообразной продукцией самостоятельно. Вопросы межрайонного взаимодействия совнархозов также должны были решаться ими самими. Совнархозы должны были напрямую договариваться друг с другом. Хрущев раз за разом повторял, что бюрократы в Москве не видят реальной жизни, думают только о своих отраслях, зажимают инициативу с мест и разбазаривают государственный бюджет. А вот на местах, ближе к производству, живут хорошие люди, которые так делать не будут. Я знаю, что многие сейчас считают Хрущева сознательным вредителем. Я с этими людьми не согласен. Хрущев, на мой взгляд, был искренним человеком. Его проблема была в том, что марксизму он учился по советским агиткам и, кажется, искренне поверил, что человек с коммунистическим отношением к труду уже воспитан, а близость к производству сама по себе прививает и альтруизм, и государственную мудрость. В общем, если бюрократ в Москве думает о себе, то рабочий на заводе точно думает о стране и мировом коммунизме. Всего через 2 недели после появления записки Хрущева февральский пленум 1957 года уже принципиально одобрил идею реорганизации. К концу марта Хрущев конкретизировал свои предложения. Совнархоз должен был непосредственно управлять подчиненными предприятиями и стройками. Сами совнархозы подчинялись республиканским совминам, то есть реформа еще больше расширяла права республик. В вопросах планирования совнархозы должны были находиться в двойном подчинении — своему совмину и республиканскому госплану. Основным отличием новых совнархозов от тех, что существовали в первые годы советской власти, была как раз подчиненность республиканским совминам, а не местным советам. Председатели совнархозов назначались сверху. Ими стали многие бывшие министры и хозяйственники союзного уровня. Например, Байбаков за сопротивление реформе был сослан в Краснодарский край. То есть о развитии местного самоуправления речи все-таки не шло. Вся промышленность должна была перейти в категорию либо союзно-республиканской, либо местной. То есть предприятия общесоюзного подчинения должны были быть переданы республикам. Нечто подобное повторится через 30 лет, когда в перестройку развернется война законов между республиками и союзным центром за право контроля над предприятиями. Центр тяжести в планировании смещался на уровень совнархозов. Госплан СССР должен был только сводить их планы, корректируя при необходимости для учета общегосударственных интересов, обеспечивать технический прогресс, но при этом не вмешиваться в административное управление. Оставалось неясным, как в таких условиях мог обеспечиваться принцип ведущего звена и какие рычаги оставались у Госплана, чтобы обеспечить выполнение скорректированных им планов совнархозов. Практика показала, что рычагов и не осталось. При этом Хрущев требовал, чтобы Госплан, сводя воедино планы совнархозов, пресекал местничество и авторкические тенденции. В 40-е годы у Госплана для этого был штат контролеров на местах и прямой выход на Сталина, а председатель Госплана был одновременно зампредом Совета министров и мог по должности требовать от наркомов подчинения. Теперь из вертикальных рычагов контроля оставалась только партийная дисциплина. Сохранение партийной вертикали, видимо, и сберегло страну от распада в период совнархозного эксперимента. Хрущев еще раз подтвердил, что считает правильным планирование снизу, с уровня предприятий,
а все вышестоящие инстанции должны только гармонизировать планы нижних уровней. Также он предлагал расширить влияние финансовых рычагов. В качестве основных показателей планирования и оценки деятельности предприятий и строек, наряду с объемом производства и производительностью труда, следует установить также рентабельность и использование производственных фондов. Следует принять меры к тому, чтобы формирование собственных оборотных средств предприятий, финансирование капитального строительства, а также расходы по подготовке кадров и другие затраты производились в значительной мере за счет прибыли предприятий. По проекту Хрущева экономические районы и отдельные предприятия должны были максимально перейти на самообеспечение. Даже заявки на централизованное снабжение должны были составляться только по тем видам продукции, которой экономический район не мог обеспечить себя сам. Это, конечно, снижало бы нагрузку на центральные плановые органы, но одновременно ухудшало бы их понимание происходящего на местах. Помимо прочего, Хрущев собирался децентрализовать государственный контроль. Министром государственного контроля на ту пору был Вячеслав Молотов, который единственный 24 марта выступил против хрущевского проекта, за что был подвергнут дружной критике товарищей за нелояльность. Молотов заявил, что проект Хрущева доводит децентрализацию управления промышленностью до недопустимой крайности, но не был услышан. Представленный проект явно недоработан, страдает однобокостью и без существенных исправлений может внести серьезные затруднения в аппарат управления советской промышленности. Проект однобоко отражает решение февральского пленума ЦК в части децентрализации управления промышленностью, доводя эту децентрализацию до недопустимой крайности. При предлагаемой в проекте ликвидации почти всех промышленных министерств в центре государства не предусматривается никаких органов для руководства промышленностью, кроме планирующих органов, что, безусловно, недостаточно. Это поведет к такому ослаблению руководства промышленностью со стороны партии и правительства СССР, которое несет существенный ущерб ее дальнейшему развитию. Кроме того, в случае ликвидации как в центре СССР, так и в союзных республиках нынешних промышленных и строительных министерств, без замены их другими руководящими органами промышленности в центре государства и в союзных республиках, в Совете министров СССР и в Советах министров союзных республик почти не остается непосредственных представителей нашей промышленности, чего нельзя себе представить. 30 марта тезисы Хрущева были опубликованы в «Правде» для всенародного обсуждения. Хрущев в борьбе с оппонентами активно пользовался апелляцией к тому, что его проекты уже были одобрены пленумом и поддержаны народом. Но сама эта народная поддержка структурировалась отлаженным еще со времен Сталина партийным и общественным аппаратом. Никита Сергеевич требовал раскрепощения низовой инициативы, составления планов снизу вверх, но сам всерьез советоваться с народом не спешил. Постоянно апеллируя к творческой энергии народных масс, к тому, что люди на местах могут управлять лучше, чем министры, Хрущев сам не слушал не только народ, но даже своих ближайших соратников. Закон о переходе на территориальную систему управления промышленностью и строительством был принят Верховным Советом СССР уже 10 мая. Страна была поделена на 105 экономических районов, в каждом из которых создавался свой совнархоз. По размеру экономические районы примерно соответствовали областям. От реформы больше всего выигрывали областные партийные секретари, которые через совнархозы получали возможность рулить ресурсами на своей территории. Большинство крупных хозяйственников на заседании Верховного Совета отмолчались. Ни один из членов президиума ЦК не высказался в поддержку нововведения. Даже Булганин, который как председатель Совета министров СССР должен был выступить с речью, просидел все дни заседания молча. Недовольные собрались выступить против только через месяц после принятия закона. 18 июня на заседании Президиума Совмина СССР, члены которого по большей части также были членами Президиума ЦК КПСС, Хрущева подвергли резкой критике. 7 из 11 членов Президиума проголосовали за его отставку.
Сторонники Хрущева успели прибыть в Москву и на экстренном пленуме ЦК КПСС отбили его, одновременно заклеймив критиков Молотова, Маленкова, Кагановича, Шипилова как антипартийную группу. Критиков на самом деле было больше, но остальных не стали включать в группу, чтобы не показывать действительный размер оппозиции. Хрущева спасли те самые областные партийные секретари, которые с созданием совнархозов получали больше экономической власти. Для нас важно, что критики ставили в вину Хрущеву и совнархозную реформу, которую после этого кризиса стало политически невозможно отменить. Теперь признать неправильность перехода на территориальную систему управления означало признать правильность критики со стороны антипартийной группы. Хрущев связал свою политическую карьеру с успешностью совнархозов. Подведем промежуточные итоги. В сталинской политической системе первое лицо в государстве обладало огромным политическим весом. Хрущев, оказавшись на вершине этой пирамиды, обнаружил, что может продавливать практически любую свою идею. Молотова за возражение отпинали свои же товарищи, причем критиковали его не по сути, а за сам факт несогласия. В то же время за десятилетия сталинского правления была создана популярная версия марксизма для малограмотных, которую пропагандисты вбивали читателям. В классическом марксизме были предположения, проверить которые до революции было невозможно. Одно из таких предположений, что эгоистические интересы базируются на классовом антагонизме. Уничтожь эксплуататорские классы, и групповой эгоизм исчезнет. Сталинский агитпроп не проверял это допущение, а транслировал, что так оно и есть. Трудящийся в советской стране работает с полной отдачей, так как все вокруг его, и работает трудящийся на себя. Противоречащие факты объявлялись политической отсталостью отдельных несознательных трудящихся. При этом сам Иосиф Виссарионович создал разветвленную систему взаимного контроля, то есть лозунгам о сознательности не слишком-то доверял. Но Хрущев вырос в среде этой пропаганды и, похоже, принял ее за чистую монету. Сталинскую сверхцентрализованную систему он считал последствием паранойи вождя и с энтузиазмом принялся передавать полномочия вниз, чтобы раскрепостить народные массы. Первое время его в этом поддерживали задыхавшиеся от чрезмерной нагрузки союзные министры. Хрущев был продуктом сталинской эпохи еще в одном аспекте. Апелляции к народному мнению он использовал как политическую дубинку против оппонентов. Его самого вполне устраивало, что целый штат агитаторов и низовых партийных работников обеспечивал, чтобы на бумаге народ поддерживал любое хрущевское начинание. Совнархозы образовывались с 1 июня 1957 года, и в первые же дни их работы газета «Правда» завалила читателей репортажами, что практика уже подтвердила правильность реформы. Как оно там было на самом деле, никого не интересовало. Сборник репортажей можно скачать по ссылке под видео, поинтересуйтесь. Центр тяжести в планировании теперь лежал на совнархозах. Простые трудящиеся при этом могли участвовать в политической жизни не через местные советы, а по производственной линии, составляя планы для своих заводов, чтобы совнархоз составлял из них планы для экономического района. Насколько совнархозное начальство было более чутким к инициативам работников по сравнению с прежним министерским – вопрос. Хрущев, сам не до конца этого понимая, поставил радикальный эксперимент. Что будет, если областному начальству в условиях отсутствия политической свободы дать свободу экономическую? Что будет, если в политической области простому трудящемуся по-прежнему будут предписывать, за что ему голосовать и какие инициативы одобрять, но разрешат планировать объем работы самому себе? Взвалит ли трудящийся на себя дополнительные обязательства, чтобы быстрее прийти к коммунизму, или будет требовать работать поменьше, а ресурсов побольше? А если трудящиеся захотят работать больше, а совнархоз не захочет? Смогут ли трудящиеся,
которых никогда в их жизни не учили реальному политическому представительству, надавить на Совнархоз снизу, чтобы заставить местное начальство работать с полной отдачей? Ответы на эти вопросы мы узнаем в следующей серии. А пока я предлагаю вам порассуждать не о том, предатель Хрущев или нет, а о том, чего в его модели экономической демократизации не хватало, и возможна ли такая экономическая демократизация вообще.